Здравствуйте! Сегодня мы начали наше видео с прекрасных сердечка. Ульяна, собственно, ее производство, плакат нарисовала. Лучшая пара года Светлана и Иван. И Олечка Назарова, спорт Ванина. Представляете, сколько километров заказала для нас такой шикарный торт. Оля, спасибо большое. Оль, спасибо большое. Спасибо. Этот торт мы сегодня, хоть сегодня 9 февраля, сегодня мы с Иваном поздравляли друг друга, но сейчас Иван в данный момент с Никитой уехал за гостями. Да, гости едут, в Сочи едут гости. Приезжают. Да, у нас намечены разные мероприятия, которые мы будем справлять без камеры, что-то, отдыхать. Мы в этот раз решили, раньше мы сразу накрывали стол, сидели, а в этот раз решили, они уедут от нас в воскресенье, поэтому мероприятия будут, допустим, завтра мы будем сладкий стол делать, после обеда дети придут со школы, мы будем сидеть, отдыхать, жарить шашлыки послезавтра, делать плов на костре, ну, разные вкусности будем делать. То есть такие будут, мы все вместе будем заниматься, мы будем отдыхать, им тоже надо отдыхать, поэтому мы будем отдыхать. Ну, мы уже закупки разные ведем, понимаете, да, сейчас мясо заготавливается разное. А я хотела еще показать вам косметика, которая мне нравится. Это не реклама, правда. Просто сегодня получила посылку, я уже больше, ну, наверное, больше 25 лет пользуюсь косметикой Ефраше. Да. И мне очень нравится, что и лично я постоянно, я у них перепробовала за это время все, что было тогда. Что лично мне нравится, это гель для душа, бургундская ваниль. Он очень вкусно пахнет. Я так хотела, чтобы мама так пахла. Мама так пахла, мама и так... Да. То есть это гель для душа, 2 сразу заказала, в женский душ поставлю. Бургундская ваниль, она стоит 329 рублей один пузырек. Но мне что нравится, что у них постоянно скидки. Допустим, вот эти туалетная вода, которая мне нравится, парфюмерная вода, если быть точнее, да, парфюмерная вода. Она стоит 4100, но у них постоянные скидки, и поэтому у них, вот эту воду они мне положили в подарок. Акция у них, то есть я заказала одну, заказала бургундскую ваниль, и они мне по акции, и всегда и раньше также, они мне бесплатно положили, и эта вода мне обошлась 2000, то есть сама посылка обошлась, мне сегодня 2 посылки пришло, сама посылка обошлась 3300 всего. И также и еще одна тоже такая же туалетная вода. И это молочко для тела. Это тоже бургундская ваниль. Это молочко для тела. Бурбонское. Я как обычно. Простите. Я не хотела задевать чувства никого. Но это бурбонская ваниль. Молочко для тела, оно безумно вкусно пахнет. Я им пользуюсь уже больше. У меня как раз она заканчивается. Много лет пользуюсь. Это для всего тела, да. И какие они мне подарки подарили? Туалетная вода у них шла как подарок. Косметичка. Уж этих косметичек у нас каких только нету. Это они все дарят. То есть такая красивая косметичечка. Мама, я хочу тебе это. Да, такая вот. У них, они мне постоянно, у нас дома много разных косметичек, у них когда заказываешь по 2, по 3, а также подарили сыворотку. Они сказали, что это их ноу-хау, сыворотка для восстановления. Это для лица, доча. Концентрированная сыворотка для восстановления упругости. Это для лица. Такая интересная сыворотка. Черная. Это для взрослых, вам пока не... Да. Так, дальше. Что еще подарили? Сухие духи подарили. Да, такие.
2 вот таких календаря. Один. Один календарь уже там папа достал, раскрыл. Один. Настольные календарики, чтобы смотреть число. А, ну понятно, у нас Снежана отвечает за числа. Мне Так, нравится. как они? Ага. Папа уже. Я поняла, кто он ходит. Да я пока не поняла. А, вот так. Вот, чуть не сломала. Вот как. Вот. Вот. Да. Это до месяца. Вот календарик. Вот На число месяца? смотреть. Только месяц. Для месяца, да. Один поставим Анюте на стол, один Снежане. Такой календарик, чтобы вы точно знали. Можно даже ручкой обводить, какое сегодня число. Такие подарки, то есть я считаю, что туалетная вода, парфюмированная вода, сухие духи, косметичка такая симпатичная, красивая. Это все идут подарки. И календарики. Ну, каталог они всегда кладут бесплатно. То есть это каталог для того, чтобы мы смотрели. Это что? А это что? Это записывать планы. А, вот так. Планы Это записывать. что? Каталог. Это же Также мы сегодня ездили по магазинам, а это Ульяна себе купила такие кеды. Они новенькие. и такие И штанишки. такие штанишки, да, взяла. Такие немножечко, ну нет, ну плотненькие, да, такие? Да. Ульяна купила. А Снежанки кроссовки, кеды купили. Ну-ка покажи. То есть мы сегодня, у нас началась опять комиссия. Мы сегодня, что только, мы уже 2 дня. Отправка меда идет. Люди увидали мед. Мы вообще просто показывали, но идет сумасшедшая отправка меда. Мы ездим с детьми по комиссиям. Мы готовимся к годовщине, отдыхать мы хотим. То есть спокойно, чтобы вот дома было спокойно. Играла легкая музыка, как мы обычно делаем, чтобы мы ходили, варили, кушали, смеялись, в что-то играли, даже в те же карты. То есть вот отдых нашей семье такой сейчас вот нужен степенный, да? Вот это уже Чтобы мы праздник. степенно, да. Ульяна пообщается со своей подругой, с Алиной. Они приезжают, когда они по возрасту, они будут спать вместе, на диване раздвинут, то есть нашепчутся. Ну, мы же всегда гости приехали, конечно. А это снежинки купили сегодня. Наконец-то у нее стала расти нога, и мы купили ей 29 размер. Да. Все спят, а я, если честно, я получаю удовольствие. У нас эти дни такие тяжелые. Дети проходят медосмотр, столько дел. Мы ездим туда-сюда, такие расстояния преодолеваем. И такие дни довольно-таки сильно-сильно тяжелые. И сейчас я получаю прям удовольствие. Все разошлись. Иван меня назвал маньяком, потому что он уже не мог гостей, он сегодня встретил, ездил за гостями. И привез гостей и посидел с ними, и все, и ушел. Завтра, потому что планы у нас, мы хотим с гостями провести время. Это наши друзья, мы дружим уже 20 лет, поэтому мы хотим с ними спокойно провести время, где-то за столом посидеть, где-то вспомнить что-то. Поэтому, как говорят, дружба длиною в жизнь, да? Здесь у меня сварена голова, ноги и немножко индюшиных ножек. Я делаю холодец, не знаю, вот сало прям убираю с головы все. Не знаю, нужен ли мой холодец кому-то. Я хочу вот в этом тазике с крышкой сделать. А вдруг гости меня порадуют, покушают. Сейчас они пришли, никто кроме Лены, мамы ихней, не стал кушать, они только чай попили, отец с дочкой.
Да. Ну, а я хочу это время использовать для того, чтобы поотвечать на ваши вопросы, пообщаться. Время пропищало уже 12 часов. Да. Так, да, я уберу. Голова у меня ровно, ой, до обеда сегодня. Вчера вечером как замочила я ее, и она до обеда кисла у меня. Кисло-кисло. Голова. Вилочками разрываю и убираю. Там 1/4 головы, ножки. Одно блюдо сделаю. Кто покушает, тот покушает. Пусть будет. Как я люблю говорить, пусть будет. Завтра уже Валера домой приедет. С Валерой будем уже торт кушать. Без Валеры торт не стали кушать, который нам Оля подарила. Олечка, милая, продолжает баловать нас. Прислала с Ванина нам торт. Заказала здесь, на дому, у девушки. Оля, спасибо, моя хорошая. Такой фотоотчет, тебе очень приятно. Спасибо, моя. Только с Валерой будем. Поступил такой интересный вопрос. 2 комментария было. Один был комментарий. Почему вот мы с мужем вырастили 2 детей, взяли ребенка, усыновили и вырастили. Почему вы не усыновили детей? Я ответила на этот комментарий. Я бы не хотела никого обижать, но такой вопрос. Почему вы не усыновили 11? Вы знаете, я жила в семье, у меня был неродной отец. И я не была удочерена. Я его любила так же. Я уже знала, что он мне не родной. Смысл, что меняется от этого? Дети пришли к нам уже взрослые. Да. Вы думаете, у нас таких дискуссий никогда не было? Да было и очень много дискуссий таких. Свое сердце, конечно, не зальешь всем, не расскажешь, что на самом деле было. Есть много комментариев, которые на самом деле понимают. Понимают всю тонкость, всю сложность. Да не суть в том. Вот и все начинают писать. Из-за денег, вы знаете, родные родители порой не оформляют брак, чтобы мама была матерью-одиночкой и получала от государства какие-то деньги. А почему нет? Я против того, чтобы родные родители не оформляли брак. Но такая жизнь, что люди даже идут на это. Сейчас очень много положено детям денег. Допустим, по-моему, раз в месяц платят матерям, да, до какого-то возраста по 10 тысяч. Это уже сумма неплохая. Но вы же не отказываетесь от этих денег. Почему вы постоянно людей подозреваете в деньгах? Неужели вы не видите, как наши дети одеты, как они кушают, сколько мы в них вкладываем? Неужели вы не видите, что пособие, даже если оно неплохое, оно все равно не резиновое? Если бы я брала детей из-за денег, когда мы жили в Селенгинске, я работала, и мне говорили, работники опеки говорили, может быть, вам не работать, но тяжело. Да, я тогда очень боялась вот этого укора, что мне кто-то скажет, что из-за денег я. А еще муж у меня работал, он был электриком, он преподавал вождение и учил вождению. То есть, получается, 3 профессии. А еще колымел, порой ремонты делал. И он решил мне подарить норковую шубу. Я чуть со стыда не сгорела, когда он мне подарил эту норковую шубу. Потому что меня пронизывали все. Он говорит: Света, я не понял. Я заработал на это. Я работала для того, чтобы мне никто не сказал.
Я сейчас зарабатываю, мы зарабатываем деньги, я зарабатываю, он зарабатывает деньги. Сейчас он разводит пчел для того, чтобы у него был хороший доход, чтобы был всегда мед. И все равно мы слышим из-за денег, из-за денег, из-за денег. У нас нету такого, что мы на детей тратим только те деньги, которые мы на них получаем. Немножечко нужно отличать. Вот из-за денег, из-за денег. Но деньги это немаловажная часть, правильно, в семье, воспитании детей. У всех так людей. Во-первых, когда мы брали детей, вообще, когда берешь ребенка, ну, по крайней мере, это так у нас там, сначала оформляют опеку. А только через полгода можно, ну, как нам объясняли, можно и давать на усыновление. Мы так и хотели. Но у нас уже через 2 месяца был Владик, а еще через несколько месяцев уже были Рома, Никита, Рома, Анюта и Ваня. А еще через 2 месяца у нас уже была Ульяна. И еще через чуть-чуть у нас уже Василиса появилась, Никита, Костя. И в конце появился Валера. То есть получается, что в принципе мы и вздохнуть не успели, как у нас появились все детки. Поэтому говорить, что из-за денег ситуация совсем другая. Были бы у нас грудные малыши, которые ничего не знали о своем происхождении. Хотя я не говорю о том, что у нас не мучила совесть, у нас не возникали у самих такие вопросы. Но как объяснила мне одна знакомая, она сказала, что для детей все равно, усыновили вы их или нет. С другой стороны, да, сама говорю, что меня воспитывал отец, я не была его, но у меня не возникло мысли, то есть не было от этого, если бы не добрые люди, как сегодня мы приехали в поликлинику опять, опекаемые, и вот это детям постоянно говорят. То есть наша бестактность, но мы начинаем привыкать, и я рада, что детки это слышат, но не рада в смысле, ну, слышат это, и есть мне о чем с ними разговаривать, чтобы они не впадали в комплексы из-за этого. Вот какой холодец у меня хороший получается. Сейчас. Иван сейчас вечером опять мне привез букет цветов. Смотрите, какой красивый. Папа наш. Папа и Никита ездили гостей встречать и не проехали мимо цветов, заехали, мне еще купили. Поэтому утверждать, что из-за денег, если бы у моих детей не стоял бы постоянно ящик с яблоками, не покупали бы мы сегодня, опять набрали зефир шоколадный, коробку купили, вафли коробку, вафельки такие трубочкой коробку. Если бы наши дети этого всего не видели, тогда бы и можно было сказать, что наши дети взяты из-за денег. А наши дети вдоволь видят мясо, не едят уже, вдоволь видят фрукты. Они тоже их особо не едят. Вот сейчас яблочки кушают, ели как. Вдоволь видят сладости и вдоволь кушают. Мне всегда кажется, что вот те люди, которые пишут, они ни грамма ничего не думают. То есть лишь бы написать. Вот пишут на мукбанге, почему мальчик справа, второй, ничего не ест. Я ради интереса, то есть я сижу за столом, не вижу, кто что делает, но ради интереса полезла, посмотрела. Ромка сидит второй, съел каши тарелку, сидит, ест панкейки. Говорит, почему он ничего не ест, у него пустая тарелка. Вы когда посмотрели? В конце, когда он наелся, уже целую тарелку каши съел, Максим тогда сказал, еле ем. Сытная кашка, дружба была.
Или когда вы посмотрели на это? Ну, а вообще это его дело, ему 15 лет. Хочет ест, хочет не ест. Сидит с удовольствием за столом. Когда мы собираем мукбанг, мы почти всегда спрашиваем, будут ли все садиться или нет. Все дети говорят, что да, они будут садиться все. Когда кого-то нет, значит ребенок не захотел или у него были какие-то дела. То есть у нас нету такого, что мы силой заставляем их сидеть на этом мукбанге. Все, я сварила холодец, я поставила творог, я наварила на салат и все. Я замариновала, накрутила фарша, замариновала крылышки на завтра. Мы хотим поехать на горячий источник. Мы всегда ездим с этими гостями на горячий источник. А там дальше в субботу свои планы, поэтому по возможности, да, кстати, еще такой вопрос, вы зачем детей, вы на них наживаетесь? Опять же, посмотрите наши ролики. Мы почти не показываем детей. Мы, если вначале их показывали, дети с радостью, они сами хотят сниматься, то сейчас мы ограничили вообще. Вообще нет никаких мероприятий почти. Почти нет никаких посвященных детям, никаких праздников нету, то есть никаких наших каких-то личных поездок. Мы не снимаем это, мы проводим это с детьми. Возможно, поэтому у нас на канале мало подписчиков. Люди любят громкость, любят скандалы. Если бы мы все показывали, такое вот личная жизнь, у нас ведь жизнь очень насыщенная, то, скорее всего, и подписчиков было бы больше. Потому что, ну и люди бы опять... Если бы дети были наши, может быть, я и не спрашивала бы ни у кого. Но дети, да, имеет правда такая быть, что детки приемные. Поэтому мы строго ограничили. Особенно, когда мы услышали на одном канале, что прочитали комментарий, они справляли Новый год, день рождения, и им написали, вот бы оставили камеру, помешались на этой камере, оставили бы камеру. Было очень много таких сообщений, комментариев. Оставили бы камеру и провели бы время с детьми. Тогда мне непонятно, почему здесь пишут другое. Вы наживаетесь на детях. Я в основном немножечко показываю жизнь детей, и остальное вы видите в основном у меня. Ну, детки готовят. Готовят с удовольствием. Сегодня Ульяна наварила борщ, майонез. Я сегодня гостей угощала, говорю, знаете, борщ. Я масала мясо только сварила, Уля приехала. Я говорю, доча, мне надо срочно отдохнуть. Она встала, борщ наделала, начистила. С-под пола достали ей борщ, заготовку тоже добавили. И такой вкусный получился борщ. Готовят, стараются, делают, помогают. То есть, если бы мы хотели, чтобы наш канал звенел, и мы делали на детях деньги, мы бы детей везде показывали, при том, при всем, что дети хотят это делать. Даже сегодня, садясь кушать, дети спрашивают, мама, мукбанг или нет? Нет, дети просто кушают. Все, они постоянно спрашивают, они постоянно это хотят. Поэтому, прежде чем что-то писать, даже Рома сидит с пустой тарелкой. Так посмотрите, так ему 15 лет, ну может он вообще сел, понюхал, вот у меня бывает такое, я устала, села за стол, мне уже и положили покушать, а я есть не хочу, может у него такое же состояние. Это его жизнь, зачем я буду спрашивать? Кто-то пишет, что там Валера подлокотился и прям отдаляется от отца, прям видеть отца не хочет. Вы как Коломбо, простите, пожалуйста, вы какие-то проницательные такие. Парень приехал или делал что-то, может просто у него такая привычка, скорее всего оно так и есть, то, что вы там увидели. Я не видела то, что вы там видели. Ну, такой сегодня небольшой, такая небольшая болталочка. Поэтому прежде чем обвинить нас, что мы взяли детей из-за денег, первое,
что мы на ютубе делаем деньги на детях. Просмотрите, что мы показываем. Просмотрите, как наши дети живут. И сегодня дочке подарила духи. Ну да, я их купила со скидкой, они мне там обошлись в 2 копейки. А так эти духи стоят 400. Дочке 14 лет. Я показывала вам сегодня распаковку. Если бы мы с мужем хотели бы на детях нажиться, у моих бы детей были самые дорогие духи за 800 рублей туалетная вода. Она хочет такой запах, ей нравится. Они унюхали этот запах у меня просто после коронавируса ужасно было отторжение. Не могла пользоваться никакими дорогими духами, ничем. Я все им отдала. И они настолько стали пользоваться моими духами, туалетной водой, парфюмерной водой, что сейчас, в принципе, мне нравится, что они пользуются хорошим. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Я после ночи, мы приехали на горячий источник. И сегодня, как и вы мне советовали, я рада, что я согласилась, потому что долго барахталась, мы без детей. Детей повезем в следующую субботу, такой уговор был. Сегодня дети в школе и так много пропускают. Ну, а завтра у нас мы за столом будем сидеть, поэтому не до этого будет. А сегодня мы приехали, пятница, народу почти никого нету. Мы сняли вот такую беседку, такие столы здесь. В каждой беседке на каком-то языке написано. Диванчики, умывальник. Там здесь такая мангальная зона идет. Хотите, жарьте шашлыки. Но мы шашлыки здесь жарить не хотим. Нам и дома хватает. Завтра будем жарить и плов делать, и все. Все купаются. Можно беседку не снимать. Беседка стоит 2500, можно здесь останавливаться. Первый раз вижу на горячем источнике такие заледенелые цветы. У нас все-таки снега, заморозки. И такие цветы заледенели. Там вон далеко Иван, гости наши. Включили здесь снег и горячая вода. Здесь чуть-чуть попрохладнее, а там, где Иван, вообще кипяток. Ну вот и закончился наш отдых. Вот эти бассейны наши. Снег лежит. Люди купаются. Мы находимся на такой сопочке возвышенности. Там вот видать поля, дорогу. Вот так мы со Светой чуть-чуть отдохнули. Полдня провели без детей. Но правда все равно глазами шутим, ищем их. Глазами ищем их. В бассейне присматриваем за чужими детьми, да? Ой, красоту просто так. Поворот такой красивый. Не знаю, возьмет, не возьмет камера. Вот название. Золотая рыбка. Готовлю плов сутки. Сутки плохо. С уткой. Плов с топора. Ой, какая красивая, смотрите. Красота вообще. Масло с нее капает аж. Сейчас. Лук. Уже можно лук. А? Да. Лук полукольцами.
Погода теплая, на улице очень тепло. Планируем отдыхать. В духовке там зажариваются ребрышки, нажарили котлеток. You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. The way your skin glows on the pillow, I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. Let me show you. I'll pull you closer. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new. 'Cause baby, you're my sunshine, my treasure. Just keeps getting better. Baby, you're so irresistible. Dancing in the kitchen, crying in my arms, fighting in the car, making up and kissing. I love every shade of you. Every moment feels brand new. Let me hold you when you all over. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new. 'Cause baby, you're my sunshine, my treasure. Just keeps getting